Итак, в прошлый раз мы начали рассматривать образ двух женщин из книги Откровения. Мы узнали, что женщина в библейском пророчестве символизирует церковь. Первая женщина из 12 главы – это церковь Божья, которая сохранила верность своему мужу. Вторая женщина из 17 главы – это блудница, церковь, которая своему мужу изменила. Мужем жены церкви является сам Христос, как и апостол Павел написал в своем послании. «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Мы прочитали о том, как дракон начал преследовать верную жену церковь с самого начала ее образования. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи». Верная жена, спасаясь от преследования дракона, убегает в пустыню или пустынное безлюдное место. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней или 1260 лет. На протяжении этого периода времени Церковь Божья находится в изгнании, спасаясь от преследования. Мы узнали, что у церкви блудницы есть дочери. На челе ее написано имя – Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Кто они? Об этом мы сегодня и поговорим. В 1054 году в католической церкви произошел раскол, или Великая схизма. Церковь разделилась на западную с центром в Риме и на восточную или византийскую с центром в Константинополе, которая впоследствии стала называть себя правильно славящей Бога или православной. Мы уже цитировали официальное заявление Папы Льва XIII, в котором он сказал: «На этой земле мы занимаем место всемогущего Бога». А это официальный титул патриарха Константинопольского. Его божественное всесвятейшество – архиепископ Константинополя, Нового Рима и Вселенский патриарх. Крестовые походы русского православия против инакомыслия – это отдельная и большая тема. Материала по ней намного меньше, чем по католической инквизиции, так как эта тема была под строжайшим запретом во времена царского самодержавия. Да и в наше время она весьма непопулярна. Мы лишь вкратце познакомимся с некоторыми историческими фактами по православной инквизиции в России. Одним из первых, кто решился детально исследовать тему православной инквизиции и рассказать обществу о чудовищных репрессиях и пытках в лоне православной церкви, был Александр Степанович Пругавин, известный российский публицист, историк, исследователь раскола русской церкви. Его книга «Монастырские тюрьмы в борьбе с сектантством» вышла в 1905 году и вызвала широкий общественный резонанс, особенно в интеллектуальных кругах. А его статьи в популярных изданиях того времени пробудили сострадание к узникам даже со стороны некоторых высокопоставленных лиц, благодаря чему состоялось повеление об освобождении старообрядческих епископов из тюрьмы Суздальского монастыря, а также других узников из Соловецкого монастыря. Тем не менее, некоторые книги Пругавина после их издания были уничтожены по требованию духовной цензуры. Еще одна книга, посвященная данной тематике, называется «Православная инквизиция в России» советского историка Грекулова Ефима Федоровича. В ней автор, опираясь на данные архивов, излагает факты жестоких расправ над людьми, чей образ жизни не соответствовал канонам православной церкви. Книга вышла в 1964 году и вошла в серию научно-популярных изданий Академии наук СССР. Пожалуй, самым известным протестным движением на Руси считается Московско-Новгородское движение конца XV века. Некоторые исследователи связывают его с протестантскими и реформаторскими тенденциями в русском обществе и видят в нем начало русского ренессанса. Участниками этого движения были видные бояре, дипломаты,
а также члены великокняжеского семейства. Доподлинно известно, что невестка царя Иоанна III Елена и ее сын Дмитрий, внук царя и будущий наследник престола, придерживались этих взглядов. Значительная часть новгородского духовенства была затронута идеями этого реформационного движения. Курицын Федор Васильевич, занимавший должность посольского дьяка, сегодня это министр иностранных дел, первый советник царя Иоанна III, был одним из лидеров московско-новгородского движения. Авторы тех лет отмечают, что сторонников этого движения можно было найти чуть ли не в каждом доме. Академик Лихачев связывал происхождение московско-новгородского движения с ранним европейским гуманизмом. Однако против московско-новгородской ереси, так окрестили это движение в православии, выступили представители высшего духовенства православной церкви. Путем фальсификации, ложных обвинений и доносов, угроз и запугивания им удалось убедить царя принять крайние репрессивные меры против сторонников этого движения. И в 1504 году видные деятели русского ренессанса были сожжены в деревянных клетках. Княгиня Елена вместе со своим сыном Дмитрием, внуком царя, были заключены в темницу, и после смерти Иоанна III их умертвили, уморив голодом. Остальным участникам московско-новгородского движения устроили позорный въезд в Новгород. За 40 километров от города их посадили в шутовской одежде на коней задом наперед. На головы им надели берестяные шлемы с надписью «Се есть сатанинское воинство». И в таком виде возили по городу. В заключение берестяные шлемы были сожжены на их головах. За заслуги перед светской властью и церковью Иосиф Волоцкий, инициатор расправы и главный инквизитор в борьбе с московско-новгородским движением, был объявлен общерусским святым. Он утверждал, что право судить еретиков и присуждать их к суровым наказаниям принадлежит церковной власти. Обязанность же светской власти – беспрекословно выполнять решения церковных соборов и церковных иерархов. Однако вольнодумство продолжало распространяться на Руси. И для того, чтобы остановить его влияние в народе, православная церковь всякий раз запускала свою репрессивную машину инквизиции. Так, в XVII веке для расправы с раскольниками, еще одно религиозное движение православия, был издан указ, известный как «12 статей о раскольниках». По настоянию духовных властей уничтожались целые деревни и села, где жили раскольники, а также их скиты и монастыри. В документах того времени есть записи о том, что имущество церковных мятежников, крестьянские дворы, лавки посадских людей отбиралось, а поселения сжигались без остатку. Эти меры проводились под видом охраны чистоты православия. Особым местом для расправы с еретиками на Руси были монастырские земляные тюрьмы. Они представляли собой вырытые в земле ямы, в которые затем опускались деревянные срубы. Поверх земли делалась кровля с небольшим оконцем для передачи пищи. Для сна пол устилался соломой. В этот темный сырой погреб, вырытый в земле, опускали живого человека, часто скованного по рукам и ногам, пишет Пругавин в своей книге «Монастырские тюрьмы». В подобных тюрьмах во множестве водились крысы, которые нередко нападали на беззащитного узника. Были случаи, когда крысы объедали нос и уши у сидевших в подземной тюрьме преступников. Давать им что-либо для защиты от этих мелких хищников строго воспрещалось. Виновные в нарушении этого правила наказывались чрезвычайно сурово. Так, например, один караульщик только за то, что он дал находившемуся в Соловецкой земляной тюрьме узнику палку для обороны от крыс, был за такую поблажку бит нещадно плетьми, пишет Пругавин. Что касается продовольствия монастырских узников, то в этом отношении их далеко не баловали. Чаще всего предписывалось в пищу давать только хлеб да воду. Некоторые узники всю жизнь сидели скованными в цепях.
Эти цепи снимались с них только после смерти. «Страшное кровавое время», – делает заключение Пругавин. Широко известны были тюрьмы Соловецкого монастыря, основанного в первой половине XV века. Местные жители рассказывали о суровом режиме в этой тюрьме. По словам очевидцев, заключенных морили дымом, замуровывали, пытали на дыбе. В верхних этажах башни Соловецкого монастыря узников помещали в особенные каменные мешки, которые были около 1,5 метра в длину, 1 метр в ширину и метр в высоту. Маленькое оконце служило не для освещения, а только для подачи пищи. В таком мешке нельзя было лежать. Узник спал в полусогнутом состоянии. В башне Соловецкого монастыря, носившей название «Корожня», тюремные кельи напоминали маленькие и темные каморки с небольшим отверстием вместо двери, через которые узник с трудом мог пролезть внутрь. Сюда заключали узников безысходно, то есть на всю жизнь. Никакой связи с внешним миром они не имели. В монастырских тюрьмах узники часто были закованы в ручные и ножные кандалы, прикованы к стене или к деревянной громадной колоде. Подвергались смирению по монастырскому обычаю. Смирение выражалось в том, что узников сажали на цепь или наказывали батогами, толстые прутья толщиной с палец, а также изнуряли тяжкими монастырскими работами. Для усиления наказания на узников часто надевали рогатки – железный обруч вокруг головы. Рогатка не позволяла узнику лечь, и он вынужден был спать сидя. Отдаленность многих монастырей от населенных пунктов, высокие монастырские стены и надежная охрана делали невозможным побег из монастырских тюрем, и узники проводили в них часто всю свою жизнь. Роль тюремщиков в этих тюрьмах выполняли сами монахи. Они же наблюдали за приставленными сторожами. А комендантом монастырской тюрьмы был архимандрит, обладавший неограниченной властью. В монастырских застенках для познания истины заключенных нередко пытали. Епископ Георгий Коневский так описывает практиковавшиеся в конце XVII века казни и пытки. Казни сии были колесовать, четвертовать и на кол сажать. Вина изыскивалась от признания их самих. К тому надежным средством служило таинство пытки, догмат который известен из сей русской пословицы: «Кнут не ангел, души не вынет, а правду скажет». Пытка производилась со всей аккуратностью по указанию соборного предписания. Осужденным раскаленным железом водили тихо и медленно по телам человеческим, которые оттого кипели, шкварились и вздымались. Прошедший одно испытание поступал во второе, а кто не выйдет живым, тот считался виновным. Конец цитаты. Чаще всего пытали поднятием на дыбу. Как описывает историк Снегирев, поднятому на дыбу привязывали к ногам тяжелые колодки, на кое ставший палач подпрыгивал и тем самым увеличивал мучения. Кости, выходя из суставов своих, хрустели, ломались, иногда кожа лопалась, жилы вытягивались, рвались и тем причинялись несносные мучения. В таком положении били кнутом по обнаженной спине так, что кожа лоскутьями летела. Конец цитаты. Пытки производились не только по усмотрению архимандрита, но и по настоянию епископов, которым подчинялись монастырские тюремщики. Часто срок, на который помещали узников в монастырские тюрьмы, не уточнялся. В одном списке значится 19 человек арестантов, из которых некоторые сидели в тюрьме, страшно сказать, 20, 30, 40, 50, 60 лет и даже более. В приговорах и указах встречаются обычно выражения «безысходно навсегда». То есть узники приговаривались к пожизненному заключению. Как видно из представленных сведений, узники не назывались по фамилиям. Каждый числился под известным номером – первый, второй и так далее.
В середине XIX века правительство в связи со слухами об изуверском отношении монахов-тюремщиков к своим узникам пыталось несколько смягчить режим в монастырских тюрьмах. Однако по настоянию Синода пытки возобновились вновь. Людей судили главным образом за переход в иную веру, за выступление против господствующей православной церкви, против ее деспотизма, а также тех, кто выступал за свободу совести. Так, в 1844 году Севастопольский военный суд осудил 20 солдат за отход от православия. Часть солдат забили до смерти шпицрутенами, прогнав через строй в 500 человек. Остальных пороли розгами. Расследованием дел инквизиция обычно не занималась. Установленного процесса судопроизводства у нее не было. Инквизиция сама определяла сущность преступления против веры, сама выносила приговоры, а затем передавала обвиняемых светской власти для приведения приговора в исполнение. Если светский суд отказывался пытать обвиняемых, посланных церковниками, те жаловались на чиновников вышестоящим светским властям. Цензурой запрещалось придавать гласности инквизиционные порядки в монастырских тюрьмах и других церковных организациях. Как уже было сказано ранее, лишь в 1905 году, в годы Первой русской революции, прогрессивному историку и общественному деятелю Пругавину удалось познакомить русское общество с инквизиционной деятельностью монастырских застенков. Журналы того времени писали, что со страниц его книг веет ужасами инквизиции, и если инквизиция отошла уже в область преданий, то монастырские тюрьмы представляют современное зло и даже в 20 веке сохранили специфические черты человеконенавистничества и жестокости. Конец цитаты. Может быть, все эти инквизиционные методы расправы над еретиками ушли в прошлое, и в современном обществе в 21 веке отношение православной церкви к инквизиции тех страшных лет изменилось. Предлагаю посмотреть видеоролик, в котором православный священник задает вопрос протоиерею Дмитрию Смирнову, члену Высшего церковного совета Русской православной церкви, который является также проректором православного Свято-Тихоновского богословского института. Галина из Сергиева Посада. Преподобный Иосиф Волоцкий в борьбе с ересью за чистоту православия убеждал великого князя Иоанна III в необходимости казней еретиков. Не противоречили ли эти казни заповеди Господней «Не убий»? Никак не противоречили. Еретики, с которыми он боролся, они были, как все еретики, они действуют очень подло. Вред от этой ереси был такой, что она угрожала существованию государства. Поэтому в этом случае единственно возможно это только их лишать жизни и запирать под замок, что и делалось. После того, как апостолу Иоанну было показано видение про женщину-блудницу, далее в 18 главе книги Откровения он слышит заключительные слова ангела относительно этой женщины. «Пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». Здесь же звучит призыв к тем, кто этим вином упоен. «И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». В следующий раз мы поговорим о вине, которым блудница напоила все народы. Как уже было сказано, вино в этом пророчестве символизирует учение. Одним из догматов церкви, посредством которого ей удается сохранять контроль над умами людей, является учение о бессмертии души и адских муках.